Приветствую всех на канале. Вот очень часто в комментариях под видео пишут, что к нам не приезжают Е-гольфы. И вот как раз приехал к нам Е-гольф. Этот автомобиль стоял вечером на зарядке, после чего-то он не зарядился и сейчас не запускается. В общем, будем разбираться, какая с ним проблема, и будем смотреть, как это все устранять. Так, и ошибок у нас немерено, но в основном все по коншине. Ошибка с буковкой У. В общем, сейчас попробую удалить их и посмотрим, запустится у нас автомобиль или нет. Так, поудалял все ошибки, остались только ошибки по обновлению ПО, контрольный провод высоковольтной системы разрыв, это хвил. И по управлению АКБ, контрольный провод высоковольтной системы разрыв. То есть у нас есть ошибка по хвилу. Хвил High Voltage Interlock – это система, которая отслеживает, что все высоковольтные провода и разъемы стоят на месте, а также все крышки, которые закрывают доступ к высоковольтным соединениям, закрыты. Значит, будем разбираться с хвилом. Странно, что проблема произошла с хвилом во время зарядки. Скорее всего, тогда это был не скачок напряжения, а что-то другое. Возможно, было какое-то вмешательство какого-то животного. Ну, в общем, в любом случае буду сейчас разбираться. Может, конечно, это было совпадение. Буду разбираться, почему у нас, вернее, у владельца это произошло. Кстати, пробег на автомобиле 32 772 километра. Чтобы не говорили, что я умалчиваю о пробегах. После прочистки хвила всех разъемов силовых, у нас ошибка, которая была первоначально, они пропали. И осталась одна ошибка P0A1F00. И в одном и в другом блоке. И эти ошибки у нас не удаляются. Автомобиль также у нас пока не запускается. И сейчас тогда будем разбираться с этими ошибками. Как-то странно. Сначала ошибка по хвилу, а потом система регулирования энергопотребления. Какой-то непонятный глюк идет по машине. И что могло произойти, пока непонятно. В общем, буду продолжать разбираться. Чтобы долго не томить зрителей, не буду расписывать весь нудный процесс проверки хвила на автомобиле. Скажу, что с самой цепью хвил все окей. Но есть одна проблема. При сравнении параметров напряжения и тока на этом автомобиле и на автомобиле с исправной цепью было отличие. А так как за систему хвил отвечает БМС в батарее, то проблема, скорее всего, именно внутри нее. Поэтому приняли решение снимать батарею и вскрывать ее. Еще не разобрался с первым гольфом, как тут же привезли нам второй гольф, но это уже 2016 года. И тоже автомобиль стоял на зарядке, и после зарядки уже никуда не поехал. Но здесь немножко другие ошибки. Здесь ошибки по климатической установке, и также есть ошибка по обрыву цепи питания. В общем, не исключено, что у нас здесь что-то произошло, то ли предохранитель сгорел, то ли еще что-то. В общем, тоже будем разбираться. Благодаря этому автомобилю мы увидели разницу по параметрам хвил в батареях. Сняли батарею с гольфа. Сейчас будем ее разбирать и посмотрим, правы мы были в своей диагностике или не очень. В общем, сразу видно по батарее, что автомобиль был сделан не с нулевой электричкой, а уже потом это доставили. Потому что форма задней части батареи больше напоминает форму топливного бака, туннель и посадочное место, вернее, место для сидений. В общем, вот такая вот батарейка, похожа на какой-то самолет-истребитель. И сейчас будем снимем эту крышку. И будем смотреть, что у нас с БМС, почему у нас машина не хочет запускаться. Вскрыли батарейку. И сейчас как раз хочу прозвонить хвил. Вот у нас БМС-ка. И где-то здесь должен как раз идти хвил у нас. А вот какая крышка. Крышка пластиковая, достаточно хрупкая. Здесь похоже она из полиэфирка или эпоксидка со стеклотканью. И сверху вот такой вот алюминиевой фольгой. Здесь охлаждения нету ни
воздушного, ни водяного. Батарейка у нас работает как на лифе. Снял батарейку с... Забыл, как машина называется. Снял батарейку с Volkswagen E-Golf. Это у нас батарейка 2016 года. Вот та батарейка 2020 года. Здесь черные крышечки и написано, что сделано в Японии. Вернее, это в Китае. А на этих элементах написано, что сделано в Японии, а вот это в Китае. Почему-то решили установить китайские батарейки, но тем не менее. Ну а так как у нас два практически одинаковых автомобиля и с разными проблемами, то решили подкинуть батарею с одного автомобиля в другой и проверить ошибки. Таким образом мы проверили сразу и батарею с другого автомобиля, и этот автомобиль. Благодаря такому стечению обстоятельств, что два автомобиля в ремонте, мы сэкономили много времени при диагностике. Про неисправность и ремонт второго автомобиля расскажу в одном из следующих видео. После того, как подкинули с одного автомобиля на другой с 2016 года батарею на 2020 год, у нас автомобиль запустился и даже начинает ехать. И поудалялись ошибки по батарее. Есть ошибка в гейтвее, потому что у нас батарея не родная, ее нужно подвязывать. Но, тем не менее, автомобиль у нас запустился. Вот так вот. То есть надо продолжать искать проблему в самой батарее. Потому что вне батареи все отлично, автомобиль запускается. Так, снял junction box, вернее не бокс, а, ну да, можно сказать, что junction box. Здесь и контакторы стоит, и резистор, предохранитель, и резистор pre-charge, и конденсаторы. И в принципе здесь еще высокое напряжение есть, поэтому необходимо для того, чтобы лезть сюда, разбирать, для начала его немножко разрядить. Поэтому сейчас его разряжу. Все, разрядили. И теперь здесь уже заряда нет. Конденсатор разрядился. Теперь можно его спокойно разбирать. Разбирать и буду добираться до БМС. Хотя тут до него и добираться не надо. Вот у нас стоит БМС. Сейчас я ее сниму и вскрою крышку. Так, вот наша БМС-ка. Был еще один дефект вот в этой БМС-ке, и который тоже отвечал как раз за систему Хвилла. В общем, отремонтировали ее. Сейчас попробуем еще раз подкинуть на автомобиль, посмотрим, будет она запускаться. И заодно посмотрим, какие параметры у нас стали после ремонта. Потому что первый раз у нас были одни параметры. После первого ремонта параметры поменялись, но автомобиль не запускался. И вот уже был второй ремонт этой платы. И посмотрим, будет ли автомобиль запускаться у нас или нет. Сейчас собрал это все, буду подкидывать на батарею и подкинем на автомобиль. К сожалению, ничего из этого ремонта у нас не вышло. Были заменены компоненты обвязки процессора, микросхема, отвечающая за контроль Хвилл. Параметры у нас изменились, но автомобиль не запустился. По всей видимости, таки что-то прилетело в Хвилл и пробило процессор. Попытки найти такой процессор не увенчались успехом. Было принято решение заказать БУ БМС. В общем, таким блоком все у нас пришло. Junction box с контакторами, с предохранителем, с резистором, с конденсатором. Полностью junction box с разъемом и с силовым, и с сигнальным. В общем, все пришло в сборе и вместе с этими обеими платами. Это мы все заказали с Польши, вот таким вот блоком. Не в первый раз и не последний раз нас Польша в этом смысле выручает. Поэтому хотелось бы поблагодарить поляков. Bardzo dziękuję полякам за помощь Украины в вальце с оккупацией российской. В общем, спасибо большое полякам за все, что вы делаете. Конечно, не только Польша нам помогает в этой нашей сейчас проблеме, которую нам создала соседняя страна, которая называется Российская Федерация. В общем, помогает не только Польша, но в этот раз хочу поблагодарить поляков за то, что они приютили наших граждан и очень сильно помогает нам в нашей нынешней ситуации. Проблема в ремонте этой батареи заключалась еще в том, что на каждом модуле у нас стоит своя BMB. И она тоже, в свою очередь, может давать ошибки, которые дальше у нас идут в БМС. И
общая проблема у нас может быть, вернее, ошибку общую может давать БМС, но при этом может быть неисправность в любом из этих модулей. Поэтому я точно не знаю, будет ли какая-то ошибка, которая в BMB-шке, ну, если перегрев или перекос по напряжению, ладно, а если какая-то другая ошибка, допустим, с каким-нибудь процессором или еще с чем-нибудь, который располагается на BMB-шках, будет ли давать такую же общую ошибку в неисправности блока управления батареей. Поэтому у нас могла быть как ошибка по БМС, так и по любой из этих плат, либо же по проводу, при этом давать просто общую ошибку. Если было больше информации, это было проще понять, но так как информации очень мало, то, к сожалению, и очень проблематично ремонтировать такие автомобили. В общем, приехал другой Junction Box, полностью в сборе вместе с контакторами, с предохранителями, с резистором и с платами БМС. И сейчас подкинул эти платы на нашу батарею, на клиентскую. И автомобиль у нас запустился. Теперь хочу попробовать подкидывать по очереди эти платы и посмотреть, в какой все-таки из них проблема. Потому что вот эту плату уже ремонтировали. Нашли в нем сначала один неисправный компонент, потом поменяли одну микросхемку. Параметры у нас каждый раз меняются, что-то улучшается, но все равно не едет. Вторую микросхему, которая здесь стоит и тоже отвечает за эту систему, к сожалению, мы не нашли. Поэтому были вынуждены заказать полностью джанкшн другой. И, в общем, проблема у нас ушла. Но хочу все-таки убедиться, что проблема у нас именно вот в этой плате. Поэтому сейчас верну эту плату обратно, родную, и посмотрим, будет ли у нас запускаться автомобиль или нет. В общем, поменял вот эту вот плату. Сейчас подкинул Junction Box на автомобиль, зарядил кондеры, прикрутил силовые шины. Здесь нужно быть аккуратно, потому что шины постоянно под напряжением. Чеки здесь нету, поэтому приходится их заряжать, разряжать с помощью лампочек. В общем, сейчас подкину батарею на автомобиль и посмотрим, запустится она или, вернее, запустится ли автомобиль или нет. В общем, сейчас подкидываю батарею. Так, автомобиль у нас пока не запускается. Светится ошибка электросистемы. Так, и здесь у нас нарисовано, что у нас ошибка электросистемы. В общем, сейчас подключу диагностику и посмотрю. В общем, в принципе, автомобиль себя ведет точно так же, когда и стояли обе платы оригинальные. Автомобиль у нас запускаться не хочет. Но в любом случае, сейчас сначала прочитаю ошибки и посмотрим, какая ошибка будет. Так, вот какие у нас ошибки сейчас горят. Система регулирования энергопотребления. И эти ошибки у нас активные статические. Эта ошибка у нас постоянно висит. Это по обновлению аудиосистемы мультимедиа. А вот эти ошибки у нас не удаляются. Вот эта ошибка у нас и высвечивалась. И, короче говоря, вот эта ошибка у нас сохраняется. То есть у нас проблема именно вот в этой маленькой плате, которую мы уже два дефекта в ней нашли, но она все так же перестает работать. В общем, сейчас ради интереса посмотрю по потоку данных, что у нас по напряжению блокировки высоковольтной цепи. Так, вот у нас что на этой батарее. 0,01 вольт, 0,01 вольт. Короче, здесь у нас по 10 милливольт и 0,01 миллиампер. И здесь у нас 0,27 миллиампер. В общем, вот такие параметры у нас на этой плате. И, в общем, сейчас верну обратно ту плату, на которой автомобиль уже запустился.
И посмотрю параметры по напряжениям и по току, по хвилу, потому что периодически эта ошибка и по хвилу была, с новой платой. А вот сейчас покажу, как это происходит, если предварительно не зарядить конденсатор. Ну и как бы если знаешь уже, что здесь происходит, то это ожидаемо. А если не знаешь, вот что будет. И если не знаешь, что это такое может произойти, то может быть неприятный сюрприз. Так, кстати, если забыл сказать, то пробег на автомобиле 32 772 километра. В общем, подкинул сейчас сюда батарею. И автомобиль у нас запустился. В режиме Ready. И автомобиль у нас поехал. На других автомобилях Ready горит, когда автомобиль запущен и готов ехать, и в том числе и когда едет. А на Гольфе ведет себя так, когда автомобиль стоит, но в режиме движения Ready горит, когда автомобиль двигается, Ready у нас тухнет. И колеса у нас вращаются. Так, и хотел я еще посмотреть, что у нас будет перед тем, как клеить батарею. Хочу посмотреть, что у нас будет по параметрам хвила. А вот что у нас по параметрам хвила. 10 миллиампер, 10 миллиампер, 0,49 вольт вы и напряжение блокировки вне 2,13 вольт. Вот такие параметры она хочет видеть, а у нас она видит совершенно другие параметры. В общем, такая вот проблемка и проблемка в этой плате, но, к сожалению, не смогли мы решить исправить эту проблему на самой плате, при том, что как минимум два компонента были неисправные и заменили их. Еще раз говорю, что что-то менялось, но автомобиль у нас ехать не хотел. В общем, буду сейчас снимать опять батарею, клеить ее и окончательно уже устанавливать на автомобиль. Ну и, соответственно, все собирать. Так, батарея склеена, герметик везде равномерно вылез, то есть герметичность у нас будет не нарушена, будет нормальная. И теперь сейчас подкидываем эту батарею на автомобиль, прикручиваем все, еще раз проверяем, запускаем, пробуем зарядку и в принципе все. Автомобиль будем тестировать и выдавать. Автомобиль у нас заряжается, едет. Батарея уже прикручена на место. Так, ну автомобиль едет. В принципе, проблема была не в том, что она едет или шумно, или как-то еще. Она просто у нас не запускалась, не переходила в режим Ready и при этом и не заряжалась. Все случилось после того, как автомобиль постоял на зарядке. Сейчас у нас заряд чуть больше 75%. В всяком случае, по показателю на приборке. Автомобиль едет, как бы вопросов к нему нет. Поэтому можно будет ставить защиты и выпускать автомобиль. Вообще, Гольф мне очень нравится тем, что он дорогу держит отлично. Он не такой расхлябанный, как Nissan Leaf. Дело в том, что Nissan Leaf, он и выше клиренс, у Гольфа он ниже, но за счет этого он и дорогу лучше держит. Он едет как по рельсам. Автомобиль у нас, напомню, 2020 года. И уже произошла проблема. Но проблема произошла из-за скачка напряжения при зарядке. А это очень часто происходит в наше время из-за того, что, как я уже говорил, из-за того, что идут перепады напряжения в связи с обстрелом подстанций, переподключение подстанций и прочих прелестей нападения России на Украину. В общем, вот такая ситуация произошла, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Если, конечно, вы хотите увидеть еще
много разных автомобилей, электрических и гибридных. Сейчас у нас в работе еще один Volkswagen Golf, E-Golf, но там проблема с инвертором. И автомобиль уже переходит в режим Ready, но пока не едет. При том, что до этого он только включал контакторы, сразу их выбивал. И была ошибка по слишком долгое время заряда конденсатора. И мы нашли там, проблема была в коротком замыкании в инверторе. Отремонтировали, но пока автомобиль у нас ехать не хочет. В общем, будем продолжать разбираться. Не знаю, может быть, я эти два автомобиля объединю в одно видео. Посмотрим, сколько по времени будет. Если же по времени будет долго, тогда сделаю два разных видео. В общем, до скорой встречи. Всем пока и мирного неба над головой. Но, к сожалению, в процессе монтажа данного видео, на фоне жеста доброй воли и массовой передислокации войск агрессора, Россия обстреляла подстанции, и во многих городах Восточной Украины пропало электричество. А мирный дружественный российский народ сильно обеспокоился этой ситуацией. Но это не точно.